Друзья, приветствую вас! Это утренний обзор. Давайте рассмотрим, какая ситуация сегодня утром на рынках, какие важные новости есть и какие ожидания в части движения доллара, рубля, нефти, золота и других ключевых активов. Сегодня понедельник, 12 апреля, памятная дата. 60 лет назад впервые человек улетел в космос. С чем всех и поздравляю. Это очень знаменательное событие, потому что весь современный мир, на самом деле, если так вот подумать, присмотреться, он был до и есть после этого события, потому что здесь началась новая эпоха развития и движения вперед. На текущий момент Америка все в большей и большей степени начинает лидировать в космическом пространстве. Ну, тут можно по-разному рассматривать, почему это происходит. Кто-то говорит, что санкции, кто-то говорит, что там в силу объективных причин появился новый человек, который вышел в космос. Кто-то упрекает его в том, что он адски демпингует и мешает России развиваться. Но сами американцы, которые очень тщательно анализируют причины и причинно-следственную связь между успешными и неуспешными действиями, они описывают ту ситуацию, которая сложилась в российском космическом секторе, как regulatory and bureaucratic no man's land. То есть, когда различные регуляторные и чиновничьи действия, они делают невозможным развитие какого-либо направления, либо отрасли. Так, друзья, давайте к календарику событий перейдем. Что у нас на сегодня? Ну, на сегодня никаких серьезных существенных событий пока что не запланировано. Сегодня отчетность НЛМК. И сегодня такой день, что может произойти обострение на Донбассе в силу ряда причин. Так, ну вот еще я в телеграм-канале опубликовал два поста. Первый пост это по поводу того, что Соединенные Штаты выказывают большое беспокойство относительно того, что Китай занимается развитием цифровой валюты и активно включает ее в расчеты SWIFT. Они боятся, что китайцы заполонят мир и составят конкуренции доллару. Однако, если посмотреть на динамику объема расчетов, то здесь вполне очевидно, что конкурент доллара это никак не юань. Евро, да, он его пожирает, но юань пока нет и вообще непонятно, когда будет. Здесь особенность заключается в том, что китайская валюта, она зарегулирована, а электронная китайская валюта будет еще больше зарегулирована. И вопрос в том, захочет ли какой-либо человек в мире, который не связан с Китаем, не живет в Китае, инвестировать или тратить свои деньги в валюту, которая находится под таким контролем очень жестким государственным. Я думаю, что тут надо либо, чтобы существенно изменился тренд вообще как бы развития Китая и те правила игры, которые он задает, либо я думаю, что особо юань не будет цифровой использоваться с большим спросом, учитывая всю специфику китайского государства. Люди стремятся к свободе, к тому, чтобы им предоставляли возможности, а не к тому, чтобы, скажем так, связаться с активом, который будет максимально ограничен и непонятно, что с ним произойдет в любой момент. Так, ну и вот опять поднимается вопрос относительно того, как будет себя вести ФРС. Но на текущий момент есть консенсусное мнение, что раньше следующего года вообще не будет поднятия ставок, а действительно серьезное поднятие ставок оно начнется только в 2024 году. Давайте посмотрим, что еще по новостям. Итак, ну вот Пауэлл сказал, что экономика будет очень хорошо, очень мощно восстанавливаться. Это связано с тем, что сейчас начнется действие ускоренного вакцинирования в Соединенных Штатах. Я даже не сомневаюсь, что здесь ситуация будет развиваться весьма благоприятно, но здесь получается эффект маятника. Соединенные Штаты, если вакцина эффективно работает, выходит быстрее всех из кризиса, ну из развитых стран, но при этом те страны, с которыми они тесно взаимодействуют, в том числе Латинская Америка, они наоборот погружаются в ковидный хаос. И таким образом здесь может возникнуть отлагательный эффект, когда Соединенные Штаты показывают высокие значения того, что они вышли из кризиса, восстановили экономику, и через какое-то время это все рухнет. И причина, помимо того, что надули пузырь, в том числе на рынке недвижимости, будет
то, что другие экономики потянут вниз Соединенные Штаты. И сейчас, конечно, становится очень актуальным вопрос относительно экспорта вакцин в ту же Бразилию и в другие страны, которые не имеют такого доступа к вакцинированию, как Соединенные Штаты. Так, ну вот, весь мир дрожит от экономической мощи Китая и думает, как и что делать для того, чтобы, с одной стороны, как бы Китай сейчас один из ключевых локомотивов восстановления, с другой стороны, чтобы ему не дать весь мир превратить в один большой Китай. Так, но еще из ключевых новостей продолжаются страсти-мордасти вокруг AstraZeneca. Ну, как говорится, дыма без огня не бывает, но с моей точки зрения здесь для того, чтобы так однозначно отсечь AstraZeneca, надо детально изучить статистику испытаний негативных последствий по другим вакцинам, особенно это касается Pfizer. Так, ну и вот Apple начинает сталкиваться с нехваткой дисплеев. Ну, здесь, собственно говоря, мы сейчас имеем эффект расходящихся кругов после того, как упал камень в море. Логистические цепочки сбиты, компоненты растут, сырье растет в цене. Соответственно, вполне естественно сейчас начнется расколбас. Во-первых, в части сбоя поставок, и это уже идет. Во-вторых, в части роста стоимости товаров и услуг. Причем это будет происходить рывками и в разных отраслях, которые, казалось бы, никак не взаимосвязаны между собой. Так, друзья, давайте рассмотрим графики. Начнем с недельного графика, недельный таймфрейм, десятилетний трежери США. Ну, смотрите, у нас здесь уже по всем канонам произошел разворот. И вообще-то должно начаться движение вниз. В идеале это 1,1, но такого не происходит. Соответственно, я думаю, в течение одной, двух, ну максимум 3 недель здесь вопрос вот этот решится. Если не происходит пробитие 1,55, то мы увидим, что вот это движение оно приведет к пробою 1,8 и, соответственно, движение, рост доходности даже возможно в районе 2%. Здесь сейчас идут процессы, которые указывают на то, что либо все-таки сработает данная разворотная конструкция и доходность трежерис просядет, либо если этого не будет, то долго здесь находиться уже не может. Так, дальше Baltic Dry, тоже недельный таймфрейм. Что здесь интересно? Он, конечно, просел, и на самом деле ему самое время просесть, но для того, чтобы все было хорошо в мировой экономике, он должен находиться в диапазоне 1500-1800. Пока он до этого диапазона не дошел, и это оказывает дополнительное давление на инфляционные риски в мировой экономике. Инфляционные риски имеется в виду не просто инфляция, а та инфляция, которая она связана с инфляцией издержек, и она пожирает экономический рост. Поэтому текущая ситуация, движение и значение Baltic Dry указывает на то, что достаточно высок риск дополнительный того, что растет инфляция издержек, который будет затруднять и замедлять восстановление мировой экономики. Так, далее китайский фондовый индекс CSI 300, он сегодня падает. Ну и, соответственно, у него цель движения на сегодня, на сейчас, это либо от текущего значения отбиться, которое 4950, либо отбиться от диапазона 4880-4900. Вот пробой вот этого диапазончика приведет к тому, что начнется очень существенная просадка по китайскому индексу, китайскому фондовому рынку. Сегодняшнее начало по Китаю не оптимистичное. Япония тоже сегодня проседает. И таким образом у нас сегодня открытие российского фондового рынка будет не айс. Так, друзья, далее SFD на американский фьючерс S&P. Здесь попытка разворота, но он идет в унисон с Китаем. И наиболее вероятно, что вот это движение вниз, ну хотя бы на 4090, оно до открытия основных американских площадок весьма вероятно сохранится. Ну а потом посмотрим, напечатанные денежки все равно могут погнать вверх и на новые высоты. Так, друзья, далее индекс доллара, дневной таймфрейм. Здесь у нас текущая ситуация указывает на то, что он может развернуться и пойти на 93,2, а потом 94. Вот. Чем дольше он здесь находится, чем дольше он не пробивает 91,9,
тем больше вероятность того, что это было всего лишь коррекционное движение в рамках восходящего тренда на рост доллара против других валют. Ну и на сегодня у нас здесь какой план? Движение на 92.42, 92.5. Если это значение не пробивается, сейчас, судя по всему, он будет его тестировать, то у нас на сегодня-завтра пойдет движение, цель которого будет тестирование 92. Пока здесь картина указывает на то, что скорее всего вот эта формация, она наиболее вероятный сценарий рисует движение назад, возвратное на 93.2, 93.1. Ну и такое движение будет не очень хорошо для евро и для мировых финансовых фондовых рынков. Этот негативный сценарий не срабатывает, если идет движение вниз и пробой 91-95. Так, далее VIX, индекс ужас-ужас, страха и волатильности. Что мы здесь видим? Но мы здесь видим, что он каждый раз чиркает немножко ниже, но пока вот этого движения на 15 и 13,5 не произошло. Судя по всему, вот эта тенденция, она продолжится, потому что для того, чтобы пойти наверх, нужно сначала забрать все позиции, которые собраны и сделаны на то, что волатильность будет расти. То есть надо у всех отобрать и высадить по стопам. Так, друзья, далее нефть Brent. Ну, здесь у нас, как мы видим, еще в начале марта произошел разворот. Это недельный таймфрейм. Но этот разворот, он никак не реализовывается и не закрепляется. Для того, чтобы он реализовался, нужно уверенное прошитие значения 60. Такого на текущий момент не произошло, даже идет обратная тенденция. При движении на 62,5, даже не доходя до 60, нефть начинают собирать и пытаться ее запустить вот сюда, вот на 66,4. Текущая ситуация, конечно, не располагает тому, чтобы нефть росла. Это связано и с повторным всплеском ковида, особенно в Индии, в Бразилии. То есть это оказывает давление на текущий и на ближайший ближнесрочный спрос. Вот. Но с другой стороны, как вы видите, ее и вниз не пускают. То есть ее вот с этого диапазона 60-62,5 начинают ее держать. С другой стороны, как с вами смотрим каждые выходные в обзоре, сейчас происходит стабилизация в росте новых активных вышек по данным Baker Hughes. Вот, соответственно, вот это значение на текущий момент нефти, которое 60-66, оно скорее всего является равновесным, и поэтому наиболее вероятно, если не будет потрясений, в обозримый месяц-два мы будем находиться в этом диапазоне. Обращаю внимание, здесь пробитие уровня 60, оно может привести к очень сильному движению. Ну, сначала, конечно же, будет 56,6, потом, возможно, даже краткосрочно будет движение в район 50, если таковое произойдет. Пробой вот этого значения. Так, далее дневной график по нефти. Но здесь у нас идет боковик. Боковик, причем 62,5, 65. Вот как он был, так в этом диапазоне значения, скорее всего, и будут разворачиваться. На сегодня, во всяком случае. Так, ну и часовик. По часовику у нас разворот. Цель движения по развороту находится вот здесь, 63,6. Критерий того, что этот разворот не состоялся, движение вниз и пробой 62,75. В этой ситуации мы увидим движение на 62,5 и, возможно, 61,6. Вот сюда вот. Но пока здесь все указывает на то, что должен произойти коррекционный отскок на 63,6. Так, друзья, далее золото, недельный таймфрейм. Соты по золоту и серебру вышли очень позитивные. Вот сейчас то, что происходит, это вполне естественный коррекционный откат после недели роста. Ну и здесь еще присоединился рост доллара. Сейчас на текущий момент это дневной таймфрейм, идет снижение. Здесь у нас есть сильная поддержка, которая 1721. Если это значение не пробивается, весь вот этот негатив, локальный даунтренд, он будет откупаться, и золото будут на этой неделе пытаться затащить на 1766. Так, ну и вот часовик. По часовику у нас сейчас была попытка торможения.
и отскока. Цель отскока движения на 1745. Пока не факт, что этот отскок сейчас произойдет. То есть здесь, если пойдет дальнейшее движение вниз и пробитие 1735, то следующая точка остановки будет 1731. И вот здесь с очень высокой степенью вероятности, если такое движение произойдет, золото будет разворачиваться и отскакивать и двигаться в район 1745. Это движение может произойти и сейчас. Критерий того, чтобы оно произошло сейчас, это здесь консолидация и отсутствие пробоя 1735. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow. Увы и ах, закрытие выше 77.35. Ну и все как бы сейчас карты идут на то, чтобы 78.25 и потом движение на 80. Судя по дневному таймфрейму, сейчас будет движение, цель которого 77.75. Вот, если здесь не будет пробития, то весьма вероятно сегодня возникает коррекционный откат на 77.1 под сильный уровень. Но сейчас все внимание приковано к событиям на Донбассе, и эта ситуация, она, конечно, может рубль очень сильно ушатать. Но судя по часовому таймфрейму, сейчас весьма вероятно движение, цель которого будет 77.75 и потом 77.85, вот сюда, вот в этот диапазон. Дальше здесь посмотрим, как будут развиваться торги в этом диапазоне. Соответственно, коррекционный откат и пробитие 77.3 может привести либо к тому, что пойдет тренд краткосрочный, либо будет коротенький задерг, и цель этого задерга будет 76.63, сходить вот сюда, вот к этим значениям. Но сейчас больше вероятность движения к этому значению, к этому диапазону, по факту его отработки. Посмотрим, как будут развиваться события. Вполне возможно, что будут американские горки. Так, далее евро-рубль, Tomorrow. Но здесь идет движение. Цель этого движения переписать локальный максимум, это 92.75. По часовому таймфрейму, если ориентироваться, высока вероятность того, что вот это движение сегодня произойдет. 92.75. Ну а дальше посмотрим. Если здесь будет снижение объема, то возможно произойдет отсюда коррекционный откат по аналогии с долларом, и в евро цель движения будет 91.75 вот сюда вот. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС. Здесь, если у нас возникает устойчивый пробой 138, то есть движение ниже 138 на объеме в течение там 1-2 часов, то отсюда весьма вероятно разовьется импульс движения, первая цель которого будет 135 и потом движение под 130. Но переходя к часовику, обращаю внимание, сейчас если не произойдет в ближайший час-два добитие 138, 137 900, то отсюда возникнет коррекционный отскок. Цель этого отскока будет движение на 139 900, вот сюда вот. Если, соответственно, возникает пробой, цель движения 135. Так, друзья, далее Сбербанк, недельный таймфрейм. Но у нас в понедельке здесь произошел разворот. И первая цель движения по недельке, она должна быть в район 267, вот сюда вот. Далее дневной таймфрейм. По дневному таймфрейму ситуация менее однозначная. Здесь, если на сегодня не будет пробития 278, то весьма вероятно коррекционный отскок. Цель этого отскока движение 291. Если здесь возникает пробой 278, то у нас первая цель движения вниз находится на 272,5. Так, далее Лукойл, недельный таймфрейм. По Лукойлу цель движения, ну здесь вот очевидно произошел разворот. Для того, чтобы этот разворот подтвердился, надо, чтобы было пробитие 5800, устойчивое пробитие. И в этой ситуации идет импульс движения. Первая цель 5570. И потом, возможно, даже движение на 5000. Но, переходя к дневному графику, здесь не все так однозначно. Вот здесь у нас нарисовалась сильная поддержка, это 5800, 5830. Соответственно, в течение ближайших дней, если пробитие этого диапазона не происходит, то по Лукойлу возможно формирование отскока, и цель этого отскока движение на 6180. Опять же, с учетом ситуации на Донбассе, конечно же, здесь вполне может получиться так, что возникнет пробой и сразу импульс движения, который унесет Лукойл на 5000. Ну и, разумеется, весь российский рынок тоже.
Вот. Но с учетом каких-то коротких движений в течение дня, вот пока нет пробоя этого диапазона, здесь весьма вероятно то, что произойдет отскок. Друзья, все основные инструменты. Спасибо за внимание, успешных торгов.